Умирающая собака обнимает своего хозяина перед эвтаназией, но ветеринар заметил что-то странное и внезапно остановился. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Над Варшавским ветеринарным центром Нововет завершался холодный вечер, и тусклый свет ламп отражался в стеклянных дверях приемного отделения, когда туда вошел измученный Михаил, держа на руках свою немецкую овчарку Гектора. Пес был почти неподвижен, едва дышал, его взгляд стекленел, и каждому, кто видел их, становилось ясно — это похоже на последние минуты. Михаил, сутулившийся под тяжестью бессонных ночей и страха, прошел в процедурный кабинет, где доктор Камила Рудковска готовилась к эвтаназии, стараясь сохранить профессиональное спокойствие, хотя уже по выражению ее лица было понятно, что картина тяжелее, чем она ожидала. Гектор поднял лапы и прижался к Михаилу, словно делая слабую попытку обнять, и в этот момент даже ассистенты, привыкшие к подобным ситуациям, замерли. Воздух будто стал гуще и тяжелее. Камила подняла стетоскоп, приблизилась к собаке, но, услышав странный, неровный звук биения, неожиданно остановилась и прошептала: «Подождите. Нет. Я не уверена, что мы должны делать это прямо сейчас». Она повторила измерения, затем попросила ассистента принести термометр, портативный анализатор крови, набор для быстрой биохимии и дополнительный фонарик для осмотра слизистых. Михаил поднял голову. Впервые за долгое время его лицо выражало не только отчаяние, но и робкую надежду. «У него пониженная температура, да», — произнесла Камила, проверяя данные. «Но это не выглядит как полиорганная недостаточность. Я вижу признаки интоксикации или тяжелой инфекции. Это состояние может имитировать конец, но при правильном вмешательстве иногда разворачивается вспять». Михаил едва смог произнести «инфекция?» Но он просто стал вялым, перестал есть. Я думал, что это возраст. Возраст — последнее, что стоит рассматривать как диагноз, мягко заметила Камила, фиксируя катетер на лапе Гектора и вводя первую дозу антибиотиков широкого спектра. Она распорядилась подключить капельницу, кислород, а затем отправила кровь на экспресс-тест, параллельно проверяя состояние сердца и дыхательной системы. «Сейчас он в критическом состоянии», — сказала она. «Но это не тот случай, когда мы должны сдаваться. Я в этом точно уверена». Михаил сел на стул рядом, взял лапу пса в ладонь и тихо шептал: «Гектор, слышишь меня, дружок? Я здесь». Время потекло тягуче. Час сменялся другим, лампы в центре стали тусклее, многие сотрудники ушли домой, но Михаил не шелохнулся. К полуночи Камила вышла из лабораторного блока с распечаткой и сказала: «Состояние стабилизировалось. У него тяжелая бактериальная инфекция, возможно, вызванная зараженной водой или испорченной едой. Следующие часы будут определяющими. Если организм выдержит удар, есть шанс». Михаил остался в холле, пытаясь удержать себя от паники, слушая, как за дверью тихо перекатываются металлические тележки и пищит оборудование. Утром Камила позвала его, и то, что он увидел, словно повернуло время вспять. Гектор медленно открыл глаза, облизнул сухую морду, и хвост слабо, но уверенно ударил по одеялу. «Он реагирует», — сказала Камила с теплой улыбкой. «И это очень хороший знак». Михаил сел рядом, прикоснулся к его голове и впервые за 2 суток выдохнул по-настоящему. Следующие дни превратились в длинную, изматывающую, но наполненную надеждой рутину. Михаил приходил утром, читал Гектору вслух, трогал его лапу, приносил мягкие игрушки, которыми пес играл в молодости.
Персонал клиники уже узнавал его по шагам. Камила несколько раз предупреждала: «Не перегружайте его эмоциями. Он еще слаб. Но он боец, это видно». И действительно, через несколько дней Гектор попытался подняться. Сначала провалился обратно на одеяло, но затем, дрожа, сделал еще одну попытку и смог встать. Михаил едва успел подхватить его, обнял и повторял: «Ты сможешь, слышишь? Ты сможешь». Персонал клиники улыбался. Наш железный пес снова в строю. Через неделю Гектор уже уверенно ходил по палате, немного прихрамывая, но бодро. Иногда даже подходил к двери, будто намекая, что пора домой. Когда пришли окончательные анализы, Камила сказала: «Инфекция полностью отступила. Он выжил благодаря своей силе и вашей настойчивости». «Он выжил благодаря вам», — ответил Михаил. День выписки стал настоящим событием. Михаил пришел заранее, купил новый ошейник, и сердце его билось так сильно, что он с трудом удерживал руки. Когда дверь палаты открылась, и Гектор вышел самостоятельно, чуть неуверенно, но гордо, с приподнятой головой, сотрудники в вестибюле замолчали, а затем кто-то начал тихо аплодировать. Пес остановился, оглядел всех, будто понимая, что его возвращение — маленькое чудо. На улице стояла ранняя весна. Легкий ветер приносил запах влажной земли, приглушенных цветов и свежести. Михаил наклонился к Гектору, обнял его за шею и прошептал: «Я думал, что потерял тебя. Но теперь знаю, что у нас впереди еще много нашего времени». Гектор тихо проскулил, уткнувшись мордой ему в плечо, затем сделал шаг вперед, а Михаил пошел рядом. Медленно, но вместе, бок о бок, так, как они ходили всегда, возвращаясь не просто домой, а к самой жизни, которую им оба пришлось заново отвоевывать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.